Привет, друзья! Телеведущие являются лицом телеканалов, связывающим совершенно невероятную телевизионную кухню с конечным зрителем. Это благодаря им мы узнаем последние новости, слушаем интервью и с интересом смотрим различные шоу и проекты. Они должны быть чрезвычайно харизматичными, обладать чувством юмора и владеть грамотной и четко поставленной речью. Как, например, Ирада и Светлана Зейналовы, являющиеся настоящим украшением российского телевидения. Ирада, старшая сестра, журналист, корреспондент, работала в горячих точках планеты. Светлана – теле- и радиоведущая, младшая сестра. Хотя они разные, как лед и пламень, но, как ни странно, по жизни идут соседними дорогами. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк. А мы расскажем, как складываются судьбы двух родных и разных по характеру сестер Ирады и Светланы Зейналовых. Сестры появились на свет в Москве. Ирада старшая, она родилась 20 февраля 1972 года, а Светлана 8 мая 1977 года. Их мама русская, она работала инженером, но позднее стала домохозяйкой, а отец Автандил Исабалиевич – крупный министерский чиновник, азербайджанец. Отсюда у сестер и взялась необычная фамилия, а также довольно экзотическая внешность и взрывной характер. Ирада унаследовала черты отца, ее младшая сестра Светлана больше похожа на маму. Воспитанием Светланы занимались не только родители и бабушка, но и старшая сестра Ирада. Родители часто поручали старшей дочери опеку над младшей. Ираду ставили в пример, ведь в школе училась на отлично. Светлана училась не очень, то ли боясь превзойти сестру, то ли было неинтересно. В отличие от бойкой старшей сестры, Светлана была робкой, стеснялась даже громко отвечать на уроках, а тем более говорить с мальчиками. Ирада, как девушка серьезная, выбрала и серьезный технический вуз, который закончила с дипломом инженера-технолога. Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба, если бы не ее гуманитарная жилка. Помимо отличной учебы, она освоила английский язык и прошла стажировку по профессии в США. В России 1990-х инженеры были не в чести, а старшая Зейналова оказалась на перепутье. Спасли английский язык и знакомства. Приятельнице из службы новостей понадобилась помощь в общении с иностранным спикером. Ирада с успехом справилась с задачей и так стала штатным переводчиком вестей на РТР. Чуть позже выяснилось, что с успехом и сама может работать тележурналистом. Светлана была не настолько уверенной в себе, чтобы железобетонно сразу пойти учиться куда хочется. Мечтая о карьере актрисы, она все же поступила на факультет психологии педагогического вуза, но на 3-м курсе поняла, что это не ее, и забрала документы. И только потом она поступила в театральное училище имени Щепкина. После окончания театрального светлое будущее младшей Зейналовой осталось под вопросом. Работу в маленьком театре у Никитских ворот она получила, но гонорары были настолько мизерные, что пришлось подрабатывать ведущей на праздниках, а по вечерам – официанткой. Разорвать этот бег по кругу помогла уже известная Ирада, которая познакомила сестру с нужными телевизионными продюсерами. Журналистские карьеры сестер получились разными. Жесткая Ирада тяготеет к политике и новостной информации. В качестве топового журналиста вела репортажи из горячих точек планеты. Сегодня Ирада одна из основных ведущих и корреспондентов в российском медийном пространстве. Итоги недели с Ирадой Зейналовой на НТВ стала популярной информационно-аналитической программой. Светлана же не ставила своей целью углубляться в такие серьезности. В трудные годы Светлана выручала собственное агентство по организации праздников и корпоративов, которые сама же и вела. Работала на радио «Максимум» и других радиостанциях. Идти на телевидение Светлана не собиралась, однако однокурсница уговорила ее пройти кастинг на должность ведущей программы «Настроение» канала ТВЦ. Дебют оказался удачным, а с 2011-го Зейналова уже стала звездой Первого канала, благодаря передаче «Доброе утро». Кроме того, женщина вела корпоративы с резидентами Comedy Club и не забывала об актерской профессии. Появилась в эпизодах картин «Московская сага», «Боцман Чайка», «Кухня. Последняя битва». Сестры живут на разных концах Москвы, созваниваются раз в неделю, видятся еще реже. В личной жизни Зейналовы не похожи. Свою любовь Ирада встретила на работе. Им оказался тележурналист Алексей Самолетов, специальный корреспондент программ «Вести» и «Вести Москва» и ведущий авторской программы «Мир на грани». Роман развивался быстро. В скором времени состоялась свадьба. Рождение детей супруги не откладывали надолго. Ирада и Алексей прожили вместе 20 лет, воспитали сына.
Тимур отслужил в армии, а вернувшись, поступил в МГИМО, где изучал английский, немецкий и арабский языки. Родители уговаривали сына идти на факультет международной журналистики, но юноша был непреклонен и категорически отказался связывать свою жизнь с журналистикой. Сын телеведущий поступил на факультет международных отношений и планировал в дальнейшем связать свою профессию с военным делом. В октябре 2015 года Ирада Зейналова сообщила о разводе с мужем. После расставания с Алексеем коллеги начали замечать Ираду в компании военного корреспондента Александра Евстигнеева. Пару видели вместе в кафе на Патриарших прудах. Командировки Зейналовой и Евстигнеева совпадали. Журналисты оказывались вместе в горячих точках, страсть к работе в которых у них общая. Отношения пары вышли за рамки рабочих, и о будущей свадьбе двух коллег заговорили громче. В 2016 году Ирада Зейналова подтвердила, что выходит замуж. Ирада предпочитает не афишировать личную жизнь. Сегодня журналистка чувствует себя вполне счастливой. У нее есть работа, семья, любимый муж и ребенок. В личной жизни Светлане Зейналовой везло куда меньше. Когда девушке было 20 лет, она чуть не попала под машину. Знакомство с водителем оказалось судьбоносным. Однако отношения продлились всего 3 месяца, и загадочный бойфренд исчез. Спустя некоторое время молодой человек пытался вернуться к Светлане, но она не дала ему шанса. В университете у Зейналовой появился новый парень, Иван, который учился на 2 курса старше. Однако эти отношения прекратились спустя 2 года. Ваня выпускался из училища, работы не находилось. Он истерил, я тоже. В какой-то момент, устав от склок, попросила оставить меня одну, чтобы прийти в себя. Он не соглашался, и я заявила: «Тогда расстанемся», – делилась Светлана. После расставания с Иваном Зейналова долго не могла начать новые отношения. Однако в театре у Никитских ворот один коллега привлек ее внимание. Пара вскоре начала жить вместе. Но из-за проблем с деньгами Светлане приходилось работать официанткой, а молодой человек считал себя выше этой работы. Однажды ее бойфренд с друзьями пришел в кафе, где работала Зейналова, но постыдился своей девушки и покинул заведение. Но закончился роман не из-за снобизма любовника. Наглый кавалер просто сбежал, прихватив из дома все деньги. Тут и начался роман Светланы с Алексеем Глазатовым, программным директором радиостанции «Максимум». В их отношениях инициативу больше проявляла телеведущая, приглашала на свидания, дарила подарки. Девушка очень ревновала возлюбленного. Вокруг директора радио всегда крутились толпы поклонниц. Только спустя 5 лет пара поженилась. Влюбленные казались очень счастливы, им пророчили много лет совместной жизни. Однако у супругов часто возникали конфликты. Повлияло и увольнение Светланы с работы из-за мужа. Помимо этого, девушка неожиданно забеременела, но потеряла ребенка. Позднее Светлана забеременела во 2-й раз. У супругов родилась девочка Саша. Однако с самого рождения у девочки были проблемы со здоровьем. В 8 месяцев у нее обнаружили порок сердца, и малышке пришлось делать операцию. Позже Саше поставили диагноз «аутизм». Это стало ударом для Алексея. Он реже появлялся дома, у него началась депрессия. Зейналова в одиночку тянула ипотеку и оплачивала няню. В итоге пара приняла решение расстаться. Алексей недолго переживал. Спустя некоторое время он начал отношения с коллегой по работе. Новая возлюбленная Глазатова пыталась выжить Светлану с радиостанцией, однако уволился в итоге сам Алексей. На тот момент Зейналову мало интересовали интриги на работе и новые отношения бывшего супруга. Она была полностью поглощена здоровьем дочери. Помимо этого, Светлана теряла друзей. Люди открыто говорили, что им неловко находиться рядом с особенной девочкой. Школы отказывались принимать Сашу. Через некоторое время у Светланы появился новый ухажер. Он подружился с дочерью телезвезды и ни капли не боялся воспитывать особенного ребенка. В гражданском браке с Дмитрием, который был младше на 8 лет, она родила дочь Веронику. Телеведущая призналась, что молодой человек не смог сдержать слез, когда взял малышку на руки. Однако в 2020 году Светлана призналась, что отношения между ней и Дмитрием закончились. «Я была старше и опытнее, дай бог ему здоровья. Я очень сильный человек. Со мной рядом находиться непросто. Многих мужчин я просто пугаю. Не нашелся еще тот, кто мне рот заткнет. Самое интересное в моей жизни – это я. Нужно найти того, кто будет сидеть со мной в одной песочнице, играть в одни игрушки и не будет пытаться меня переделать или вытащить», – заявила Светлана. Друзья, давайте пожелаем сестрам Зейналовым быть ведущими не только по профессии, но и ведущими лидерами в делах, главными людьми в жизни близких. Пусть ваша жизнь состоит из ярких моментов, интересных увлечений, больших приключений, невероятных чудес и радостных событий.
Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!